Москва переходит от намеков к угрозам. В Кремле объяснили невнятные ультиматумы вождя. ВСУ освобождают Донбасс. Новая сводка от Генштаба и поразительные успехи. Два самых крупных в мире государства договорились. Конец войне или подготовка ко встрече. Знаем только, что ключевые условия уже согласованы. На чьи деньги воюет Россия, названы топ-3 главных спонсора Кремля, и среди них союзники Украины. Досмотрите. Об этих и других главных событиях утро понедельника, 27 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Силы обороны Украины шаг за шагом возвращают Донбасс. За 10 дней освобождены 2 населенных пункта на Покровском направлении и уничтожено более 1700 оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы восстановили контроль над Кучеровым Яром и Сухецким в Донецкой области. С 21 августа линия фронта на Очеретинском участке стабилизирована. Под контроль возвращены 9 населенных пунктов, еще 9 зачищены от ДРГ. ВСУ в целом освободили более 180 квадратных километров и зачистили практически 2500 квадратных километров территории Покровского района. Также продолжает пополняться обменный фонд. Пленных становится больше. Во время операции в Кучеровом Яре было взято в плен более 50 оккупантов, а бойцы 132-го разведбата ДШВ подняли украинский флаг над освобожденным населенным пунктом. Пояснительная усатая бригада выехала вслед за Путиным в военной форме. Буквально в прошлом выпуске мы с вами говорили о показательном выступлении с ракетой «Буревестник», представленной Путиным, а сейчас его посыл расшифровывает спикер. После слов Зеленского о дальнобойном оружии Песков пообещал жесткий ответ за удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будет реагировать жестко на это. И, вот как сказал Путин, ошеломляющие. Они могут быть британские, они могут быть германские, они могут быть итальянские, какие угодно. Но очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет – это чистый импорт из Европы. Зеленский ранее подтвердил, что Украина уже производит собственные беспилотники дальнего действия, испытала дрон с радиусом до 3000 километров и развивает проект ракеты «Длинный Нептун» с дальностью до 1000 километров. Напомним, от Киева до Москвы около 700 километров по прямой. Санкции санкциями, а деньги идут. Третьим крупнейшим торговым партнером России, несмотря на войну и ограничения, остался Евросоюз. Об этом пишет издание «Бильд» со ссылкой на свежие данные по внешнеэкономической статистике РФ. Первое место занял Китай с оборотом почти 245 миллиардов долларов, из которых 130 миллиардов – это поставки нефти, газа и угля. На второе место вырвалась Индия, которая до полномасштабного вторжения занимала только 12-е место. ЕС, несмотря на все громкие заявления, замыкает тройку, 67,5 миллиардов евро товарооборота за год. Главными покупателями российской продукции среди европейцев остались Германия, Франция, Нидерланды и Венгрия. Последняя увеличила импорт из РФ сразу на 31%, несмотря на давление Брюсселя. Среди стран, нарастивших сотрудничество с Россией, названы Израиль, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия. Общий экспорт России вырос на 18% до 330 миллиардов долларов. Москва остается токсичной, но торгуют с ней все активнее даже те, кто формально дистанцировался. Прекращение огня – один из самых затяжных конфликтов на грани завершения. Рабочая партия Курдистана объявила о полном выводе своих сил с территории Турции. Мы начинаем процесс вывода всех наших сил с территории Турции. Они создают риск конфликтов и могут спровоцировать напряженность в демилитаризованные зоны с одобрения лидера Абдуллы Аджалана. В заявлении организации говорится, что войны и нестабильность в регионе представляют серьезную угрозу как для будущего Турции, так и для курдского народа. В связи с этим РПК принимает решение прекратить деятельность на турецкой территории и переместить силы на север Ирака. Формально организация уже ранее объявила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Теперь речь идет о полном сворачивании присутствия в Турции, историческом шаге после десятилетий конфликта, который унес десятки тысяч жизней.
Было бы хорошо, если бы все действительно закончилось, но они не смогут. Я не верю, я вообще ни во что не верю. Пока есть страдания, РПК не уйдет и оружие не замолчит. Но с Божьей помощью может когда-нибудь это случиться. РПК с 1980-х вела партизанскую войну против Анкары за автономию курдов. Турция признает партию террористической, как и союзники по НАТО. Тем временем курды остаются крупнейшим народом без собственного государства. Только в Турции их более 15 миллионов. Это станет одним из самых серьезных поворотов в курдском вопросе за последние 40 лет. Россияне выбрали самых полезных правителей. Итоги свежего опроса Института социально-политических исследований Российской академии наук, мягко говоря, обескураживают. Владимир Путин и Иосиф Сталин заняли верхние строчки в рейтинге самых полезных лидеров России по версии россиян. Исследование, проведенное весной 2025 года и опубликованное изданием «Верстка», зафиксировало рекордные показатели поддержки обоих политиков. Путин, 65% россиян считают его самым полезным лидером за всю историю страны, рекорд за все годы наблюдения. Сталин имеет 45% поддержки, максимум за 30 лет мониторинга. Для сравнения, в 2000 году Путина поддерживали только 12%, а в 2018 году 54%, после 22-го стабильно 60% плюс. Позитивную роль Сталина в 2016 году видели 31%, после начала войны 40%, а теперь 45%. При этом в топ-3 вошел также Леонид Брежнев, 24% считают его значимой фигурой, а Николай II набрал 16%. Антирейтинг возглавляет Михаил Горбачев, главный антагонист в глазах россиян, 59% считают его наихудшим политиком, и Борис Ельцин почти рядом, 56% негативных оценок. Рост симпатий к Путину и Сталину отражает запрос на так называемую сильную руку и централизованную власть. Социологи отмечают, что восприятие лидеров все больше опирается не на конкретные достижения, а на образ спасителя в эпоху кризиса. И даже не важно, что чаще всего этот самый правитель тот кризис и создал. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так и еще больше людей узнает правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Сразу 2 министра ушли в отставку после резонансного убийства, трагической гибели мужчины в славянском городе Новоместо, в которой, по данным местных властей, участвовали представители ромской общины. Премьер-министр Роберт Голуб отставки принял и говорит, что его собственная отставка была бы бегством от ответственности, и подчеркнул необходимость системных реформ. Далее цитата. «Насилие не возникает на пустом месте, оно рождается там, где за действием не следует наказания». Через вечер за последицами насильного напада умер отец. Прошлой ночью в результате жестокого нападения погиб отец и муж. Этого не должно было произойти. Министры, ответственные за ключевые направления, осознают свою ответственность и подали в отставку. Я принял обе отставки. Завтра я сообщу об этом Национальному собранию, а в ближайшие дни предложу новых министров внутренних дел и юстиции. Президент страны потребовала внеочередное заседание парламента, призвала к спокойной и ответственной дискуссии без политических спекуляций. По ее словам, нужны срочные законодательные меры, чтобы обеспечить мирное сосуществование. Складывается все как нельзя удачно. Переговоры между делегациями США и КНР завершились на выходных в Малайзии. Обе стороны называют их прорывными. Готовится личная встреча лидеров в Южной Корее. Ради нее Белый дом приостановил новые тарифы. А Пекин смягчил риторику и дал понять, что готов возобновить закупки американской сои и снизить экспортные ограничения на редкоземельные элементы. Министр финансов США Скотт Бессент прямо заявляет, у нас есть платформа для очень продуктивной встречи лидеров. Обсуждались также TikTok, фентанил и двойные тарифы на китайские грузовые суда. Китай подтвердил, диалог был откровенным и конструктивным. В Пекине добавляют, мы не хотим новых потрясений, стабильные отношения с США важны не только для нас, но и для всего мира. Ну а сам Трамп накануне дал понять, если сделка будет, это будет хорошая сделка и для Китая, и для США. Аэропорты парализованы, небо в зонах под контролем неизвестных объектов. 3 ночи подряд Литва фиксирует запуски метеозондов с территории Беларуси. В Вильнюсе не сомневаются, это гибридная атака, направленная на дестабилизацию. Президент Науседа требует ответа. Граница может быть полностью закрыта.
В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита. Речь идет не о единичных запусках. По данным литовских властей, только в субботу зафиксировано 6 метеозондов. Были случаи, когда их курс лежал прямо в сторону аэропортов. Один из дронов подняли уже внутри территории аэропорта. Оператор задержан. Литва усиливает уголовную ответственность за такие действия и готова сбивать объекты в случае угрозы. Власти консультируются с военными и технологическими компаниями по способам принудительной посадки зондов. Лукашенко снова отличился. На этот раз он предупредил белорусов не ждать высоких зарплат. Ну, кому оно надо? Зарплата. Дайте больше. Не настраивайте себя на это. Никому никто ничего не даст. По его словам, главное стабильность и мирная жизнь, а не рост доходов. Он также добавил, что если кто-то хочет больше, пусть идет и зарабатывает. На фоне экономического спада, санкций, оттока инвестиций и кадров реальные доходы белорусов снижаются третий год подряд. Между тем, власти продолжают делать ставку на ручное управление и патриотические лозунги вместо экономических решений. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.